Друзья, привет! С вами Фавионыч. И я решил продолжить тему, почему система не играет, которая набрала множество комментариев, в том числе и совсем таких необычных. Но я их не удалил, оставил. Пускай это будет на совести тех людей, которые считают себя право делать такие комментарии. От себя добавлю, что никогда не указывайте людям, чем заниматься человеку. Тогда не узнаете. Этот канал смотрят многие мои клиенты, люди, знакомые, которые знают меня. А я напомню, что меня зовут Олег, и я долгие годы, с 80-х годов, интересовался музыкальными системами. И кто же я? Вы знаете меня больше по каналу, посвященным фотографии, также по путешествию и про технику. Вы могли меня встретить, друзья, с 99 года в салоне «Звездная лига». С 2006 года вы могли встретить меня в практически всех крупных салонах в Санкт-Петербурге, которые занимаются хай-фай. Также вы могли увидеть меня на выставках, на стендах в Москве, где выставляли, например, я работал на стенде Виена Награ. Также вы могли случайно меня встретить, некоторые встретили в Мюнхене на основной выставке, посвященной хай-энду, ну и на концертах в Питере и прочим. От себя добавлю, что я знаком с множеством дистрибьюторов хай-фай техники, работаю с ними, меня знают. Также поддерживаю отношения с разработчиками техники хай-фай не только в России, любителей музыкальных систем. В моем портфеле сотни реализованных, проданных систем, установленных у клиентов, и тысячи собранных систем в салонах. Также различные эксперименты, как в разработке техники, так и в разработке кабельных систем, которыми я увлекаюсь очень давно и за которые меня часто называют или профессором, или каким-то психопатом. Поэтому посмотрите мой ролик про кабели, может быть, вам откроются глаза. Итак, друзья, какие же производители я использовал? Да практически все производители известные, массовые производители акустических систем, KEF, BMW, Acoustic Energy, Heka, JBL, список их огромный. Так и производители, которым приложили руку мастера хай-фая, хай-энда. Это Sonus Faber, Vienna Acoustic, Eggleston Work, Wilson Benesch, Magica, Audio Note, Avantgarde Acoustic, Manger, Wilson Audio и прочее огромное количество. Список усилителей, ЦАПов и других устройств для того, чтобы создать в домашних условиях серьезное, качественное воспроизведение музыки, он просто гигантский, друзья. И если вы хотите в Санкт-Петербурге, если будете в Санкт-Петербурге в ближайшее время, я вам настоятельно рекомендую посетить салон, который открыли мои друзья уже больше 6 лет. Находится он в Лахте. Это Triumph Audio. В данный момент там стоит совершенно невероятного качества система, собранная на верхней акустической системе Tidal в паре с компонентами компании Gryphon. И самое поразительное, друзья, совершенно невероятное достижение в кабельной индустрии. Наконец-таки появились системы, которые позволяют навсегда решить проблему разбалансировки различных октав в кабельной индустрии. Это компания Music Interface Technology из Калифорнии. Там в этой системе как раз стоит верхнее изделие этого не побоюсь сказать, не просто кабеля, чтобы вы смогли за собственными ушами убедиться и послушать все типы источников, как винил, в ее первопрессовых вариантах, редких коллекционных, так высокого разрешения файла через специальное устройство стример Aurender, так и классические великолепного качества компакт-диски. А мы продолжаем, друзья. Сегодняшняя тема называется, сейчас я открою, как сделать музыкальным стереозвук или сделать его приятным. И для того, чтобы понять вообще, о чем речь, мы должны в первую очередь задать себе вопрос, что же такое звук? Ну, скажем, Фавионыч погнал, начинает там азы объяснять. Нет, друзья, я еще раз повторю вам, что это воспринимаемое слухом физическое явление, друзья. Это явление, присущее именно человеку с его механизмом восприятия, которое порождается колебательными движениями воздуха или другой среды. Ну, воды, газов, там всего прочего. Самое главное, ключевое, что это физическое явление
самого человека. Именно слуховым механизмом восприятия мы обязаны тем, что можем слушать музыку. Дальше, друзья. Что же такое стереозвук? И почему все помешаны именно на стереозвуке? Почему не квадро? Почему не многоканальный? Почему не монофонический? Хотя я глубоко убежден, так же как и Виктор из салона, что монозаписи в исходном варианте, воспроизведенные даже через Dual Stereo, дают больше возможностей раскрыть и музыкантам, и инструментам. Но это отдельная тема для разговора, мы не будем туда погружаться. Так вот, стереозвук — это запись воспроизведения. Это тракт записи воспроизведения, который позволяет вам создать иллюзию или эффект восприятия проекции перспективы в музыке. То есть, внимательно послушайте и поймите, что вы из двух динамиков получаете иллюзорный эффект восприятия перспективы того, что происходило на сцене. Будь то запись живая двухмикрофонная на сцене, например, на компактный магнитофон Nagra, как делалось это в 70-е годы во многих замечательных джазовых записях. Будь то это многоканальные какие-то эксперименты современные, которые делаются, будь то просто монофоническая запись, но это иллюзорный эффект. Поэтому стерео не надо воспринимать как идеал. Это просто иллюзорное построение. Ну и музыка. Третий кит, о чем мы сегодня говорим, это вид искусства, в котором звуки организованы и создают, самое главное, друзья, формы, гармонии, мелодии, ритм и прочее. Именно благодаря формам, гармониям, мелодии и ритму мы это все называем музыка, которое произошло, кстати, от греческого слова музика. Музыка. И во многих, кстати, старых изданиях вы можете встретить именно не музыка, а музыка. Поэтому это нормально. Что же нам делать, друзья, чтобы звук сделать комфортным и приятным? В первую очередь мы должны понимать, что раз мы работаем с системой воспроизведения и записи, то мы должны понимать, насколько качественно имеется запись, насколько качественно она сделана. И здесь набросятся сразу люди про эквализацию, про все, что не надо, кто работает на студиях, я был на студиях и общаюсь даже с людьми, которые занимаются этим, сохранением студийных записей. И в том числе понимаю, как это все делается. Так вот, живое исполнение, разумеется, отличается от записанного в студии или на концерте. Мы сегодня не будем обсуждать записи музыки, сами записи. Мы начнем с источников. Это очень важно для аудиофилов и менее важно для меломанов. Почему? Потому что считается, ребята из Массачусетского института считают, что аудиофилам требуется от 7 до 10 гармонических рядов для того, чтобы оценить возможности системы. Я с этим не согласен, друзья. Абсолютно. И от себя могу сказать, что просто аудиофил развил свои способности к наблюдению за отдельными феноменами музыки. Именно вот этим строится все отличие. С чего же начинается качественное воспроизведение готовой системы? В первую очередь, конечно, это источники, как я говорил, а второе — это противоположная часть. Это акустические системы или наушники. Возможно ли качественно сделать это в 2024 году? Разумеется. Технологии шагнули так далеко, друзья, что кроме каких-то пассивных систем настроек существуют и активные системы. Но я вас прошу запомнить самое главное правило, которое я рекомендую всем своим и клиентам, и людям, которые просто интересуются музыкой. Обращаю внимание, этот термин из систем. Любая система играет по слабому звену. Это в первую очередь относится к Hi-Fi, high-end технике. Старайтесь удалять эти звенья или модифицировать их, заменяя на другие. Тогда вы будете подниматься по лестнице восприятия. Плохая запись или качественная? Простые советы от Фовеныча.
Ну, моя страсть, я говорил, началась в 1982 году, когда я слушал сначала пластинки, потом уже стал записывать на ленту, кассеты. Ну, дальше в 90-х появился уже доступным в Советском Союзе, в России компакт-диск. Я застал и мини-дисковые системы и пользовался, и ДВХС, цифровая система записи на ленты, и даты, ХРС. Ну, и все это пришло в конечном итоге к стримингу, ко всем системам. Так вот, друзья, давайте продолжим все-таки. Продолжим что? Мы не будем говорить сегодня про кабели. Для этого есть отдельная запись у меня видео. Мы не будем также рассматривать параметры эквализации, уравнители, да. Не будем, скажем так, глубоко погружаться, например, в то, что делает компания Тринов, да. Уже стандарт не только в стерео эквализации, но и в создании кинотеатральных систем на базе Тринов. Мы не будем также рассматривать особые дичь или, как говорят, различные резонансные системы поглощения звуковых волн, пассивных всяких линзовых систем или ловушек всевозможных. Для этого есть отдельная студия. В Питере есть замечательная студия, которая работает с архитектурной акустикой. Мы с ними тоже сотрудничаем. Здесь я могу вам сказать, еще раз напомнить, что пассивные методы и активные, они, конечно, отличаются в создании комфортного звучания для помещения. И вы спросите, зачем все эти игры вообще, друзья? Ну, игры эти приводят к тому, что вы поднимаете уровень своего восприятия, музыкального восприятия. Я не считаю себя аудиофилом, не считаю себя меломаном. Я вообще называю себя просто человеком. Мне нравится музыка, мне нравится работать с тонкими структурами музыкальными, я работаю с техникой, мне нравится работать с техникой, поэтому я могу сказать от себя. Если мы говорим про акустические системы, то здесь есть некие особенности. Я понимаю, что в это видео не поместить даже малой доли того опыта практического, которого есть в моем багаже. Но есть особенности при расстановке акустических систем, как планарного типа, электростатических, как мембранной, например, мангер, рупорной акустики и в том числе профессиональных порталов. Я хочу вам в качестве затравки дать очень простой метод, который позволяет вам начать этот путь в расстановке помещений. Многие аудиофилы набросятся, скажут, сначала помещение, потом техника. По моему опыту готовых систем, я знаю людей, которые построили отдельные помещения для прослушивания. Даже те, которые построили отдельные здания для прослушивания. Они вложили в это колоссальное количество времени, ресурсов, всего прочего. Но процент этих людей по сравнению с теми, кто покупает системы, ставит, это очень маленький. Это 1%, может быть 0,5%. Большинство людей стараются переместить в свои готовые жилые помещения, будь то дом, квартира, студия и прочее, и сделать там уже некое место для того, чтобы слушать музыку. Хорошо, если есть отдельно выделенное помещение, но большинства людей этого нет. Я вам подскажу, как сделать это в обычных помещениях. Прежде всего, вы должны понимать, что мы имеем дело с вибрациями, с волнами, которые распространяются с очень низкой скоростью. Почему столько вот этих способов настройки, почему тонкие настройки акустических систем, всего остального? 340 метров в секунду, друзья. Это очень маленькая скорость для распространения волн. Это не свет. И многие люди даже не понимают вообще, насколько сдвиг одной колонки относительно слушателя даже на 2-3 сантиметра влияет на разбалансировку сцены и всего остального. Поэтому первое правило: учитывайте то, что это все очень с низкой скоростью распространяется. Где есть место, друзья, поставить? Воткнули колонки. Один способ. Тогда вы раб, грубо говоря, вашего помещения и ваших артефактов, которые возникают, исходя из ваших поверхностей, симметрии расстановки, по длинной стороне комнаты, по короткой стороне, углы и прочее, прочее. Второй способ установки – это временное расположение для прослушивания. Этот способ более комфортный, позволяет выдвинуть акустические системы от стены, которой стоит. Если даже нет возможности, вы используете телевизор за колонками,
это тоже плохо, да, но все равно выдвигание акустики от стены дает вам больший вариант. Я понимаю, что я говорю сейчас для специалистов очень простые вещи, но я это записываю видео именно для тех людей, в том числе, которые начинают свой путь. Точная установка с привязкой к акустике помещения. И здесь методов очень много. Я предлагаю вам рассмотреть 3 метода, которые отработаны, которые используют множество специалистов по всему миру, которые занимаются подготовкой помещения, готового помещения, необработанного, для того, чтобы продемонстрировать возможности системы. А мы можем это перенести на наше обычное помещение. Вы знаете, что выставки происходят в обычных номерах гостиничного типа. Редко, когда выделяются отдельные залы, помещения, в Мюнхене, например, такие комнаты есть, которые специально подготовлены. Так вот, метод первый – это метод одной колонки. Все, что вам требуется, это экспериментировать с установкой звука, подключенной к одной акустической системе. Музыка включена, источник включен, усилитель включен, но вторая колонка у вас не работает. Или убавлен ее уровень, ну или другой какой-то способ, она отключена. Не делайте это, кстати, с однотактными усилителями ламповыми, иначе он выйдет из строя. Так вот, друзья, второй метод, первый метод, заключается в том, что вы, передвигая колонку по комнате, многие скажут, ну сумасшедший какой-то, вы можете, слушая музыку вашу любимую, найти то расположение акустики в расстоянии от стены задней, от передней стены, от боковых стен, найти то положение, в котором звук был бы наиболее вам приятен. Или не было бы каких-то жестких искажений. К этим искажениям относятся первое гул, это резонанс на низкочастотном диапазоне. Дальше это разборчивость. Третье – геометрия сцены. И четвертое, самое важное – комфорт. Если вы эти 4 пункта выполните, или хотя бы приблизитесь к чему-то, что позволило бы вам работать с этими 4 вот этими знаковыми вещами, то у вас и получится. После того, как вы нашли одну колонку, вы то же самое делаете со второй. Разумеется, есть классические схемы расстановки акустических систем. Но они, я говорю, что не всегда работают. Например, акустические системы Sonus Faber, сделанные самим Франко Серблином, включая Страдивари, включая Гварнери, включая те акустические системы, которые сделаны по типу лютни, по типу дековой конструкции, как музыкальный инструмент, могут нести в себе отпечатки как дипольной акустики, так и акустики, которая работает по деке. Поэтому они могут быть расположены вплоть до параллельного расположения динамиков. Кто не в теме, пропускайте мимо ушей. Кто в теме, знает, о чем я говорю. И иногда это выглядит совершенно невероятно. Колонки друг напротив друга играют и заполняют пространство. Но так и есть. Так поэтому я говорю, что экспериментируйте. Второй метод – это метод углов. Этот метод используется при настройке как кинотеатральных систем, так и в стерео. Уже много-много лет назад существует специальное приложение, где есть рекомендации установки наклона, горизонтального наклона, не вертикального, а горизонтального наклона оптической оси акустических систем. Простым телефоном вы можете подвигать вот эти углы, посмотреть и с помощью телефона выставить углы, не прибегая к большому количеству измерений самого помещения. Третий метод, который я использую, более тонкий, он связан с привязкой расположения высокочастотного динамика и среднечастотного к с вертикальным размером помещения. Он основан на определенного ряда гармонических рядов чисел. Число это золотое, так называемое. И этот метод не я придумал, его довел до совершенства покойный Анатолий Девиченский. Эта штука работает. Но, к сожалению, большинство помещений, особенно с высокими потолками, этот метод предполагает расположение акустики очень далеко от стен. Он дает совершенно невероятного размера сцену, даже с полочными акустическими системами.
но выходит за рамки обыденного удобства самого пользования. Тем не менее, кто использовал этот метод и кто пользуется большим помещением даже для прослушивания полочной акустики, понимает, каких успехов можно добиться. Ну и того же Анатолия Девичинского я укажу в качестве одного из тестовых систем для определения, насколько хорошо получилось вам сделать. Это метод коридорного эффекта. Я не буду сейчас подробно его рассматривать, но могу сказать, что этот метод самый эффективный. Практически он всегда работает на выставках, даже с большого расстояния вы можете определить, насколько хорошо система настроена. Вот такое сегодня получилось короткое, наверное, не очень видео. Я жду от вас новых гневных комментариев, что мне этим заниматься не нужно и прочее, прочее, прочее. Ну а все, кто знает меня, передаю привет. Все будет отлично. Тема Hi-Fi и High-End продолжается. Я здесь в этом видео не затронул систему прогрева системы акустической, как накопительного типа, так и перед самим прослушиванием. Также я не затронул феномен одного и того же трека, исполнителя и прочее, о котором я рассказываю, как это вредит самому слушателю. Я благодарен вам еще раз, друзья, за комментарии. Ну, а те, кому интересно, более подробно, вы можете посмотреть мой телеграм, посвященный нескольким направлениям. У меня есть Note 3, есть фотоскоп. Ну и по каким-то особенным вопросам можете в личку писать, не стесняясь. Желаю вам удачных записей, отличных систем и отличного настроения. С вами был Феныч. Пока, друзья.